Обновление до нового футбольного сезона окружало нас не только тем контентом, который непосредственно появился после оперативного обновления, но и контентом, который появился в базе данных и файлах игры. А это многочисленные эпики, новые анимации, фейсы и многое-многое другое, что, как мне кажется, может вас так или иначе, но заинтересовать. Поэтому я не стал об этом рассказывать в предыдущем ролике и решил оставить для отдельного видео, чтобы ознакомиться со всем этим контентом поподробнее. Поэтому в сегодняшнем ролике предлагаю посмотреть на нового Вандерсара, который получит новую модельку. Также давайте ознакомимся с новыми анимациями открытия эпиков, которые будут меняться в зависимости от типа карточки. Узнаем новых легенд, которые возвращаются в eFootball после длительного отсутствия, и многое-многое другое. Лето в самом разгаре, а разрабы будто сговорились оставить тебя без сна. Обновления, свежие бантлы, батл-пассы, крутки и ивенты появились буквально везде, и eFootball не исключение. Надо успеть все везде и сразу, а времени до конца лета все меньше. И тут на помощь приходит лучший из лучших. PlayRock позаботился о том, чтобы игры приносили удовольствие без спешки. Тысячи товаров из разных категорий, монеты для eFootball, ключи, донат, игровая валюта, пополнение Steam, подписки и телеграммовские звезды по самым выгодным ценам. Именно здесь ты можешь просто, быстро и безопасно приобрести монеты для eFootball и получить удовольствие, играя сутками напролет. Еще не поздно провести это лето с пользой и максимально прокачаться в любимых играх. Так что переходи по ссылке в описании, пользуйся моим промокодом для пополнения Steam без комиссии и помни, если выгоднее, значит PlayRock. После обновления игры до версии 6.0.0 было выявлено, что в базу данных было добавлено около 30 или даже 35 новых эпиков, половина из которых это футболисты европейских топ-клубов, тогда как остальная половина это азиатские игроки. Но даже так, среди игроков, которые представляют европейские клубы, есть много наших знакомых ребят, которые получат перевыпуск и не просто новую карту в рамках новой части, но и обзаведутся новыми модельками. В частности, это более молодая версия Андреа Пирла, более заросший, такой обросший по волосам Джордж Бест, Вандерсар с короткой прической и Пипе с волосами, который, скорее всего, отсылается к сезону 13-14. В кои-то веке длинноволосый Канавара, у которого даже будет повязка, более возрастной Де Росси, наверное, сезона там 13-14 и позднее, Румениги с обновленной прической и остальные ребята, о которых мы также поговорим чуть дальше. Если вы игрок прошаренный и, так сказать, знаете за все такие вот моменты, то наверняка у вас проставлен один из определенных регионов, который позволяет смотреть рекламу и за это получать вознаграждение в качестве отдельных круток на пак с эпическими футболистами. И вот как раз таки с обновлением до нового футбольного сезона этот эпический пак за просмотр рекламы успел претерпеть изменения. За просмотр рекламы добавили новых эпиков, ну точнее старых добрых эпиков, в новой эпической формации. Это, конечно же, Даниэля Массара, который, по-моему, появляется уже третий раз за этот календарный год. Возвращение Патрика Клюйверта, которого за последние несколько частей мы не наблюдали уже давненько на самом деле. И Джон Аши, который успел дебютировать в новогоднем паке и после этого пока что в игре не светился. И, наверное, из всех этих представленных игроков Джон Аши смотрится наиболее интересно, тогда как Патрик Клюйверт, ну, такой габаритненький, но особо ничем не выделяющийся форвард. Ну а про Массара, я думаю, говорить не приходится. Некоторые из вас лично знакомы с его карточкой, особенно после там последней раздачи. После обновления игры до нового футбольного сезона датамайнеры обнаружили в файлах игры новые анимации, которые будут сопровождать различные типы карточек. Речь идет не о тех анимациях, когда именно выходят футболисты, а анимация, которая показывает, это эпик вам выпал, биг тайм или же шоу тайм. И в новом сезоне они претерпят небольшие изменения. Ну, в принципе, под стать обновленного дизайна 27-й части. Кстати, отпишите в комментариях, как вам подобные анимации, смотрятся ли они лучше прошлогодних или же хуже, и как вы думаете, как часто лично вы будете наблюдать эти анимации во время открытия паков, если вы, конечно, крутите эти паки.
Когда я рассказывал про новых эпиков, которые появились в базе данных и чьи фейсы мы также разглядывали ранее, я проигнорировал Тиаго Алькантру, потому что он, в отличие от всех остальных, появился не просто по части модельки, но и также по части проставленных скиллов и в целом имеющейся странички на eFootball Hub, тогда как Руминиги, Пирло и остальные ребята, они пока что своего отображения в базе данных по части рейтингов, позиций и стилей пока что не получили, тогда как Тиаго Алькантра на eFootball Hub появился. И пока что не совсем понятно, где именно будет светиться эта карточка, потому что согласно сообщениям от Pro eFootball, рейтинг у карточки будет составлять всего лишь 102 пункта. То есть очевидно, если это рейтинг с учетом тренера, с учетом буста, но скорее всего это не донатная карточка. И что не менее интересное, вместе с ним в базе данных также засветился Икер Касильяс времен выступления за Порту. А некоторые из вас должны помнить, что мы ждем этого Касильяса со времен eFootball 2025, когда он присутствовал в базе данных вместе с Роберто Карлосом за Фенербахче. Но ни первого, ни второго мы по итогу не увидели. Тогда как вот спустя 2 года Икер Касильяс от Порту в базе данных наконец-таки появился. То есть он получил отображение в игре, и, по-моему, у него рейтинг составляет 105 пунктов. Опять же, я сомневаюсь, что такого Касильяса могут добавить в донатный пак, учитывая, что Касильяс в целом сам по себе не то чтобы прям сильно популярный эпический голкипер. Поэтому, возможно, это небольшой задел на какие-нибудь раздачи, там, сокровища или еще что-нибудь. В общем, будем посмотреть. Возможно, некоторые из вас не заметили или просто не придали этому значения, но вчера произошло 2 оперативных обновления. То есть я говорю не про дополнительное техобслуживание, а про 2 оперативных обновления, которое было с утра пораньше и которое было чуть-чуть попозже, еще задолго до дополнительного техобслуживания. И вот как раз таки после 2-го оперативного обновления в базе данных появилось еще 2 легендарных игроков, которые ранее светились в серии PES, но для которых появление в eFootball, скорее всего, будет дебютным. Возможно, некоторым эти фамилии ничего не скажут, но этими легендами стали Джей Джей Окоча и Бабангида. 2 нигерийских футболистов, которые в старых частях PES, еще там в 2000-х, в 90-х, были одними из любимейших игроков. Бабангида вообще появлялся лишь единожды в рамках PES 2016, тогда как Окоча, вот честно не помню, появлялся ли он в PES, но, судя по многочисленным комментариям, сообщениям, люди в старых PES, как всегда, впечатлялись его скоростью. То есть вот такой вот бегущий, нигерийский, атакующий игрок. В общем-то, как и всегда, эпики, эпики, эпики. Но с другой стороны, это же онлайн-игра, это free-to-play проект. Что еще ожидать от этой игры по части контента? Режимы? Да не смешите вы меня. Ну а в комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение по поводу всего сказанного. Что вы думаете по поводу новых обновленных версий Пирла, Вандерсара, прочих ребят? Что думаете касаемо Тиаго Алькантры и Икера Касильяса? В каком из паков мы в теории могли бы их увидеть? И многое-многое другое.